Приветствую вас на моем канале, с вами Миронова Виктория. Пришло время снимать вот эту яркую абстракцию. Мне не очень понравилось, как этот раз относилось покрытие. Появились отслойки и сколы, поэтому сегодня изменю базовое покрытие для этих ручек. Те, кто смотрит мои видео, видели, что в прошлый раз я использовала универсальную базу от Nail Apex и домешивала у нее акрил, чтобы покрытие стало более стойким к воздействию к дачным работам. Но, видимо, работы было очень много и покрытие не справилось со своей задачей. Как всегда, снимаю гель-лак твердосплавной фрезой с зеленым маркером. При этом мой аппарат включен на максимальные обороты. Фреза вращается по часовой стрелке. Этой же фрезой укорачиваю длину. Пилкой 240 грит придаю свободному краю форму. Пушером раскрываю проксимальную складку. Некоторые мастера этого не делают, а сразу приступают к работе с аппаратом, дабы не тратить свое время. Но лично я не могу работать вслепую. Не раскрыв проксимальную складку, у меня получается давление на ногтевую пластину. В результате могут появиться пропилы. Я за безопасный маникюр, поэтому мне ничего не стоит делать пару лишних движений пушера. Фрезой пламя с острым носиком сначала на форварде, потом переключив на реверс, очищаю зону кутикулы и боковых валиков. Конечно, все аппараты разные и на тех же режимах могут работать по-разному. Поэтому важно знать, что чаще всего, чтобы срезать кутикулу, зачистить птериги или сделать снятие материала, фреза должна вращаться в обратном направлении от моих движений. Всегда должна сопротивляться, но, конечно, в некоторых случаях бывают исключения. Один раз после замены подшипников ручки моего аппарата режимы поменялись. И тут главное быстро привыкнуть, чтобы случайно не поранить клиента. Так что неважно, какой фирмы аппарат, главное знать, в каком направлении вращается фреза. Далее прохожусь бафом по поверхности ногтевой пластины, шлифуя неровности и перехода от остатков старого покрытия к натуральному ногтю. На этих ручках я люблю использовать размягчитель для кутикулы. Наношу гелевый кератолитик сразу на все 5 пальцев. Распределяю кератолитик на проксимальные и латеральные валики, вычищаю остатки пыли в пазухах, убираю загрязнения под ногтем, вытираю сухой безворсовой салфеткой. Ножницами срезаю кутикулу одной колбаской. Накожницами срезаю заусеницы и сильно ороговевшую кожу на боковых валиках. Шлифую боковые валики пилкой, чтобы сгладить поверхность от среза. Конечно, можно шлифовать аппаратом, но пилка была под рукой. Очистив ногтевую пластину, приступаю к нанесению базового покрытия. Сегодня использую раббер-базу от Коди. Изначально наношу втирающий тонкий слой, а потом набираю на кисть маленькую каплю и аккуратно равномерно распределяю ее по ногтевой пластине. Когда базовое покрытие высохло, приступаю к нанесению цветника. Использовать буду нежный пастельный оттенок от Атика номер 54. Это один из любимых цветников среди моих клиентов, который пользуется популярностью круглый год. Покрываю его в 2 слоя. Первый слой наношу сразу на 5 пальцев и отправляю в лампу на просушку. Второй слой работаю конвейерным методом, прокрашиваю по одному ногтю максимально близко к кутикуле. Далее исполняю очень легкий дизайн. Этот вид дизайна в последнее время стал очень популярен. Как говорят, все новое – это хорошо забытое старое. Помните те времена, когда мы рисовали обычными лаками, ставили точечки и иголками либо зубочистками растягивали в разные стороны? Хорошо, что на рынке появились гель-лаки, и теперь наши дизайны не ограничиваются в возможностях. Чтобы сделать разводы, на палитру слоями наношу разные гель-лаки. Стараюсь, чтобы между слоями был контраст. Использую как светлые оттенки, так и темные для ярких акцентов.
Зубочисткой делаю разводы. Главное не переусердствовать и не сделать кашу. Для переноса рисунка на ноготь я использую обычную плоскую кисть для рисования. Подгребаю маленькую капельку, кисть укладываю на ноготь и плавными движениями не спеша снимаю материал с кисти. Таким образом орнамент переносится на ноготь. Дальше работаю аналогично. В некоторых местах дотягиваю материал тонкой кистью, чтобы рисунок был более аккуратным. В общем, дизайн очень простой и не составляет большого труда, чтобы его сделать. Главное, чтобы была хорошая лампа, которая без проблем сушит плотные слои, чтобы дизайн не сморщился. Когда дизайн готов, перекрываю все ногти топом без липкости от Nail Apex Crystal. Вот такой незатейливый дизайн получился. На эту работу потратила 2 часа. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого, и, конечно, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока, до встречи в новом выпуске.